Видно, что у Ирана есть действительно амбиции. Она использует свои отношения и с Сирией, с сирийским режимом, и с другими странами, и вмешивается во внутренние дела других стран, через меньшинства и так далее. Это очевидно. Когда начались революции в арабских странах, Иран приветствовал революцию в Тунисе, в Египте, и были даже митинги в Тегеране, на них выступал даже духовный лидер Ирана, и они приветствовали эту революцию. Но почему-то, когда в Сирии началась революция, они совсем другую позицию заняли. То есть я наблюдаю двойной стандарт тоже в политике Ирана, во внешней политике Ирана. Я не говорю о ядерной программе, о правах Ирана, я не спорю и считаю, что это права. Мы всегда поддерживали хорошие отношения с Ираном, с иранским народом. Но политика, руководство – это одно, и страна, и народ – это другое. Самое, что для нас обидно, это очень интенсивная помощь Ирана Сирии, сирийскому режиму, военным образом, политическим. Большой кредит, около 6 миллиардов долларов дали Сирии, чтобы удержаться против волнений, против протестов народа. И мы знаем, военные корабли в Сирии были через Суэцкий канал проплыли в Сирии. Это тоже не случайно. Иран, конечно, имел очень плохие отношения почти со всеми арабскими государствами, особенно с Египтом. Сейчас улучшились отношения. Иран хочет использовать эти изменения в свою пользу. Но, к сожалению, позиция Ирана по отношению к Сирии, потому что в Сирии, сейчас расскажу в двух словах, в Сирии происходят, конечно, кровавые события. И то, что Иран поддерживает политику сирийского режима, это сильно повлияло на авторитет Ирана в арабском мире. Не только на уровне режимов, но на уровне народов. Сейчас авторитет Ирана в арабских странах очень сильно понизился из-за того, что они поддерживают диктаторов. Прежде всего мы отмечаем наращивание сил и средств военно-морских сил США в регионе. Как известно, идет сейчас перегруппировка. На подходе в район возможного конфликта находится третий американский авианосец. Важно понимать, что американские авианосцы не ходят в одиночку, есть корабли сопровождения, одна или две многоцелевых атомных подводных лодок, которые обязательно сопровождают. Поэтому образуется объективно силовой кулак, с помощью которого Соединенные Штаты Америки могут при необходимости предпринять те или иные военные акции. Иран достаточно четко продемонстрировал, что он готов идти на очень сильные военно-политические шаги в ответ на попытки включить режим эмбарго и приступить к экономическому удушению Исламской Республики. Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки, ставит перед собой задачу осуществить политическую смену того руководства, которое сегодня находится в главе Исламской Республики Иран. Это цель номер один для Соединенных Штатов Америки и тех стран, которые будут активно поддерживать усилия США в данном направлении. По мнению консолидированному российских аналитиков, военных, а также тех, кто осуществляет непосредственный мониторинг за военными программами Ирана, в настоящее время иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер. Да, Иран не идет на те предложения, которые делаются ему, чтобы обогащать уран на территории третьих стран. Чем это мотивируется? По всей видимости, Иран все-таки намерен двигаться по пути технологического прогресса. А элемент такого технологического прогресса включает в том числе в себя и развитый атомный комплекс. Я подчеркиваю, атомный комплекс, цели и задачи которого носят народно-хозяйственный характер. Это совершенно очевидно. Не может страна, не имея определенной технологической культуры,
определенного научно-технического и инженерного потенциала за год, за 2, за 3 года создать свое ядерное оружие. Это невозможно в принципе. Иран сегодня не готов технологически к решению проблемы ядерного оружия подойти в достаточно короткие сроки. Я думаю, что этот вывод совершенно четко делают сегодня любые военные аналитики, независимо от того, где они находятся, в России, в США, в Израиле, в каких-либо еще государствах. Просто политическая целесообразность текущего момента требует в определенной степени демонизировать Тегеран для того, чтобы иметь повод включения тех или иных военных либо экономических шагов в отношении Исламской Республики. Для США военная операция не является самоцелью. Прежде всего, режим экономических санкций, который, возможно, будет принят Европейским Союзом, он преследует цель спровоцировать ухудшение социально-экономической ситуации в Иране, тем самым спровоцировав оппозицию и недовольные народные массы на инициативные выступления, достаточно широкомасштабные, которые могут привести тем или иным образом по сценарию цветной революции к смене существующих политических фигур в религиозных и государственных структурах Ирана, осуществляющих высшее руководство. В этих условиях перед Ираном стоит непростая дилемма. Как реагировать? В качестве одной из мер такой реакции мы увидели учения в Ормузском проливе. Кстати говоря, хочу сказать, что с точки зрения технических возможностей Иран достаточно быстро и в короткие сроки может остановить любое судоходство через Ормузский пролив путем массированных минных постановок на основных фарватерах движения нефтетанкеров. Поэтому технически это сделать Иран может очень быстро, и в практическом плане США помешать ему не смогут. Вопрос, что будет дальше. А дальше, как объявил министр обороны США Леон Панетта, это будет означать, что Иран перешел красную черту, за которой последуют ответные американские меры. Какие это могут быть меры? Мы все-таки полагаем, что Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в высаживании некого экспедиционного корпуса на территорию Ирана. Поэтому это будет дистанционная война, удары высокоточными крылатыми ракетами морского и воздушного базирования типа «Томагавк», «Блок-4», новейшей модификации по основным объектам иранской военной, промышленной и оборонной инфраструктуры. С практической точки зрения США, несмотря на то, что Иран окажет определенное активное сопротивление, с военной точки зрения эту задачу смогут решить американцы достаточно быстро и успешно. Иран может отреагировать асимметричными, прежде всего, мерами. Это инициировать атаки против американских объектов в регионе, нанести ракетные удары по американским базам, по территории Израиля, по территории ряда других враждебных ему государств Персидского залива с помощью своего ракетного потенциала, который, кстати говоря, находится под контролем и управлением Корпуса стражи Исламской революции, а эти люди достаточно мотивированы для того, чтобы выполнить те приказы, которые будут поставлены духовным лидером Ирана перед соответствующими структурами КСИР. Для России принципиально важно, чтобы военная операция против Ирана не стала реальностью. И в этом плане мы отмечаем усилия российской дипломатии. Вместе с тем, мне представляется, что не дожидаясь горячей фазы событий вокруг Ирана, Пекин и Москва должны консолидированно выступить с принятием специальной, возможно, резолюции в Совете Безопасности ООН для того, чтобы побудить всех участников конфликта вокруг Ирана, урегулировать его в мирном русле. Очень многие государства имеют ядерное оружие, и очень многие государства находятся на пороге создания этого оружия. И ни МАГАТЭ, ни Соединенные Штаты, ни другие страны Европы практически не имеют никаких претензий к ним. Для создания ядерного потенциала военного характера нужно иметь цели. Вы сразу можете подумать, что есть такие враги, есть такая цель – Израиль и Соединенные Штаты.
но на самом деле они не являются для Ирана целью таким образом решения какого-то вопроса. Во-первых, у Ирана нет средств доставки, во-вторых, если даже иранское ядерное оружие было бы, то абсолютно стало бы невозможным при его применении по отношению к Израилю. И в-третьих, иранское руководство считает, что это абсолютно впустую потраченное огромное количество средств, интеллектуальных ресурсов страны и потенциала страны, которые в дальнейшем не оборачиваются какой-нибудь эффективным решением каких-то вопросов. Поэтому нет политического решения создания военного ядерного потенциала. Есть страны, которые вошли в ядерный клуб явочным путем, то есть черного входа. Индия, Пакистан, Северная Корея, Израиль. Очевидно, что есть консенсусное мнение, ну, грубо говоря, ключевых геополитических и мировых игроков, чтобы этот состав ядерного клуба больше не расширялся. В этом плане видеть Иран в качестве реальной ядерной державы там не хотят. Нравится это или не нравится, ну да, это политика двойных стандартов, но вот таково сегодня консенсусное мнение. Если бы Иран смог, как Северная Корея в предшествующие годы, создать свое ядерное оружие, очевидно бы, в практическом плане вопрос об агрессии против Ирана речь бы не шла.